Дорогие мастерицы, в предыдущих роликах мы нарезали ленточки из старых и ненужных вещей, связали из них круглый и овальный коврики. Они выполнены без сшивания и связывания ленты, без узелков. Коврик с лицевой стороны, коврик с изнаночной стороны. При переходе по конечным заставкам, представленным в завершении ролика, можно посмотреть все мастер-классы этого направления, объединенные в плейлист под названием «Коврики крючком». В этот раз по вашим просьбам свяжем квадратный. Если вы не владеете техникой вязания крючком, но желаете научиться, подсказка, расположенная в верхней части экрана, переведет вас на мастер-класс «Как вязать крючком». Для начала мы уже нарезали ленточки и смотали их в клубочки. Используем такую схему, меняя содержание диагональных прибавлений. Мы их будем выполнять то столбиками без накида, то столбиками с накидом, в зависимости от рисунка актуального ряда. Крючком толщиной 5 или 5,5 мм сделаем начальную петельку. Можете выполнить ее привычным для вас способом или, поместив ленту на указательном пальце левой руки кончиком вниз, заведем под нее крючок. Движением крючка вправо сделаем один полный оборот, образуя петельку. Снова заведем крючок под рабочую нить и, захватив ее, выведем в образованную петлю. Получилась первая петелька. Забирая рабочую нить с указательного пальца левой руки и вытягивая в новую петлю, вывяжем цепочку из 4 воздушных петель. Замкнем ее в кольцо. Вывяжем одну воздушную петлю, соответствующую высоте столбика без накида, для перехода на следующий круговой ряд. Она будет являться первым столбиком. Помещая крючок в середину кольца, вытянем петельку, захватив рабочую нить. На крючке 2 петли. Провязываем их вместе за один прием. Получился столбик без накида. Теоретически, вместе с начальной воздушной петлей они составляют 2 столбика. Выполним еще 6 столбиков без накида. Согласно схемы, их должно быть 8. Объединим ряд полустолбиком, захватив рабочую нить и протянув ее через 2 петли сразу, за один прием. Получился кружок. Продолжим вязать столбиками без накида. Отступая от правил, для перехода на следующий ряд вместо одной вывяжем 2 воздушные петли, являющиеся по умолчанию первым столбиком ряда. Поставим в его основании еще 2 столбика без накида. Получился пучок из 3 столбиков, намечающий первую диагональ прибавлений. В следующую петлю провяжем 1 столбик без накида, образующий первую сторону квадрата. Затем 3 столбика без накида в одну петлю. 1, 2, 3. В следующую 1. Третий раз 1, 2, 3 столбика без накида в одно отверстие. В следующую 1. И четвертый раз 1, 2, 3 столбика без накида в одно место. 1 по порядку. Объединяем начало и конец кругового ряда полустолбиком. Равномерное прибавление в 4 местах образовали плавные уголки. В дальнейшем, согласно схеме, будем делать прибавления в каждом ряду на 4 углах, вывязывая по 3 столбика в одно отверстие. С увеличением количества рядов в каждую сторону квадрата будут добавляться по 2 столбика, один в начале и один в конце каждой стороны. Шагнем полустолбиком до середины мотива, образующего первый угол квадратика, и вывяжем 2 воздушные петли, образующие первый столбик следующего кругового ряда. Он тоже будет выполнен столбиками без накида. В основание цепочки установим еще 2 столбика. Получилось 3. Аккуратно маскируя неровности ленты в полотно, провяжем столбиками без накида первую сторону квадрата до второго прибавления.
Получилось 3 столбика. Затем прибавление на уголке из 3 столбиков без накида в одно отверстие. 1, 2, 3. Провязываем вторую сторону из 3 столбиков без накида. 1, 2, 3. Над средним столбиком следующего углового пучка сделаем прибавление из 3 столбиков. 1, 2, 3. Дальше 3 столбика по порядку, образующие третью сторону квадратика. Уголки становятся более выразительны. И последнее прибавление этого ряда из 3 столбиков без накида устанавливаем над средним столбиком прибавления предыдущего ряда. 1, 2, 3. И четвертая сторона. 3 столбика без накида по порядку. 1, 2, 3. Объединим ряд полустолбиком. Вот так у нас получается. Шагнем полустолбиком в центр первого прибавления и провяжем еще один ряд этой лентой, делая прибавления на углах. Цепочка из 2 воздушных петель и 2 столбика без накида в ее основание. Первое прибавление следующего ряда. Наметились диагональные линии симметричных прибавлений. Так получается с изнаночной стороны. 5 столбиков без накида составят первую сторону квадрата в этом круговом ряду. 1, 2, 3, 4, 5. Затем прибавление из 3 столбиков без накида над средним прибавлением предыдущего ряда. 1, 2, 3. Вторая сторона. 5 столбиков без накида по порядку. 1, 2, 3, 4, 5. Прибавление на повороте. 1, 2, 3. Выступающие неровности ленточек аккуратно подворачиваем и тщательно ввязываем в полотно. Раппорт этого ряда – пучок из 3 столбиков, 5 столбиков без накида по порядку. Раппорт – это повторяющийся фрагмент рисунка вязания. Провязываем третью сторону квадратика 5 столбиками без накида. Пучок прибавлений из 3 столбиков. 1, 2, 3. Прибавление делаем правильно, получается симметричный квадратик. И четвертая сторона квадрата состоит из 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Добавив в работу ленту контрастного цвета, следующий ряд выполним столбиками без накида с небольшим изменением.
Новой лентой соединим ряд полустолбиком. Предыдущую ленту и кончик новой соединяем вместе и, укладывая по верхнему краю заготовки с изнаночной стороны, некоторое время будем ввязывать в полотно. Продвинемся полустолбиком в середину прибавления и провяжем 2 петли цепочки, образующие первый столбик. Добавим в то же место 2 столбика без накида для образования первого прибавления ряда. Разнообразим наше вязание несложным рисунком. Провяжем 2 столбика без накида по краю изделия, следующие 3 с заходом в предыдущие ряды. Заведем крючок на один ряд ниже и, вытянув петлю, выполним первый удлиненный столбик. Второй с заходом на 2 ряда ниже. Третий в предыдущий ряд. Они должны перекрыть 3 петли края изделия. Получился такой мысочек. До следующего прибавления поместилось еще 2 столбика по краю. Рассчитав заранее, мы поместили мысочек в середину ряда, направив самый длинный столбик рисунка к центру квадратика. Предыдущая лента надежно вплелась в работу, ее можно обрезать. Мы подошли ко второй диагональной линии. Вывязываем прибавление из 3 столбиков без накида над средним столбиком пучка предыдущего ряда, переходя на вторую сторону квадрата. Ее мы выполним точно так же, как и первую. 2 столбика без накида по порядку, 3 удлиненные, с заходом в нижние ряды. 1 в предыдущий ряд, второй на 2 ряда ниже, третий в предыдущий ряд. 2 столбика без накида по порядку, и мы подошли к третьему повороту. Сделаем прибавление из 3 столбиков над средним столбиком предыдущего ряда. 1, 2, 3. 1, 2 столбика по порядку, 3 удлиненные. Первый в предыдущий ряд, второй на 2 ряда ниже, третий в предыдущий ряд. 2 столбика по порядку, прибавление на 4-м углу квадрата. 1, 2, 3. Количество столбиков каждой стороны квадрата, расположенных между пучками прибавлений, при завершении ряда должно абсолютно совпадать. Прибавления на углах должны выполняться из ряда в ряд над средним столбиком поворота. Соблюдая эти условия, мы получим ровный симметричный квадрат. В этом ряду каждая сторона квадрата состоит из 7 столбиков. Обвязав таким образом все 4 стороны, получился вот такой квадратик с рисунком. Закончив вывязывать 4-ю сторону, проверяем симметрию, идем дальше. Следующий ряд провяжем столбиками без накида этой же лентой. Соединим полустолбиком с первым столбиком ряда. Шагнем полустолбиком в середину пучка первого прибавления. Вывязываем прибавление из 3 столбиков без накида. Каждый новый ряд начинаем из середины кустика пучка первого прибавления, продвигаясь к ней одним полустолбиком. Затем, как обычно, цепочка из воздушных петель и 2 столбика в ее основание, первое прибавление каждого ряда. Наша ленточка закончилась, присоединяем такую же, оставляя кончик до 5 см, провязывая следующий столбик. Кончики ленточек соединяем вместе и, укладывая по краю изделия с изнаночной стороны, ввязываем в полотно.
Учитывая эксклюзивность материала, которым выполняются данные проекты, все огрехи удобнее маскировать в изделии в процессе работы. Вязать будем чистенько, без узелков и неровностей. Провяжем весь круговой ряд столбиками без накида, не забывая выполнять прибавления на поворотах. На данном этапе сторона квадрата между прибавлениями содержит 9 столбиков. Провязываем прибавление на уголке 1, 2, 3. И продолжаем вязать столбиками без накида. Так наше вязание выглядит с обратной стороны. По окончании выполнения ряда наш квадратик выглядит вот так. Вывяжем следующей цветной лентой соединительный столбик. Объединим кончик новой ленты и предыдущую вместе. Этот ряд мы тоже выполним столбиками без накида и удлиненными столбиками. Выполним первое прибавление, ввязывая в полотно ленточку предыдущего цвета и кончик новой. Как обычно, вывязываем 2 воздушные, 2 столбика без накида над вторым столбиком пучка прибавления предыдущего ряда. Затем выполним 5 столбиков без накида по краю первой стороны квадрата. При необходимости добавляем ленту, укладывая кончики по направлению вязания с изнаночной стороны. Ввязываем в работу. Дойдя до мысочка, оформленного предыдущей лентой, вывяжем 2 удлиненных столбика подряд, заводя крючок на один ряд ниже. Таким образом, мы разнообразили рисунок изделия. Продолжим столбиками без накида до поворота. Ленточка предыдущего цвета надежно вплелась в изделие, ее можно обрезать. Так как каждая сторона квадрата содержит нечетное количество столбиков, в этот интервал уместилось 4. Затем прибавление 1, 2, 3. И провяжем следующие 3 стороны так же, как первую, не забывая делать прибавления на уголках квадрата. Ленточка закончилась, присоединяем такую же, провязывая следующий столбик. Кончики ленточек соединяем вместе и, укладывая по краю изделия с изнаночной стороны, ввязываем в полотно. 5 столбиков без накида по краю, 2 с заходом в нижние ряды. 4 столбика, 1, 2, 3, 4, прибавление и так дальше. Получается вот так. Следующий ряд выполним несложным узором столбиками с накидом лентой созвучного цвета. Следовательно, прибавления на углах тоже вывяжем столбиками с накидом.
Присоединяем ее полустолбиком в среднюю петлю прибавления. Выполним цепочку из 2 или 3 воздушных петель, ввязывая в нее кончик новой ленты и предыдущую. Движением крючка от себя сделаем накид, вытянем петлю из основания цепочки. На крючке условно 3 петли. Ввязывая предыдущую ленту и кончик новой в работу, провяжем их за 2 приема. 2 вместе 1, 2 вместе 2. Получился столбик с накидом. Продолжая маскировать кончик новой ленты и предыдущую, выполним еще один столбик с накидом в то же место. 2 вместе 1, 2 вместе 2. Мы вывязали прибавление из 3 столбиков с накидом над средним столбиком прибавления предыдущего ряда. Ленточку от предыдущего ряда можно обрезать, она прочно вплелась в работу. 1 воздушная петля, накид. Отсчитав 3 петли по краю изделия, в 4-ю провяжем 3 столбика с накидом. Петля, 2 вместе 1, 2 вместе 2. Накид, в это же отверстие 2 столбик с накидом. 2 вместе 1, 2 вместе 2. И 3 столбик с накидом туда же. Получился такой же пучок из 3 столбиков, как на угловом повороте квадрата. Но это не прибавление, а узор вязания. 1 воздушная, накид. Пропускаем 3 петельки по краю, устанавливаем 3 столбика с накидом в одно отверстие. 1, 2, 3, 1 воздушная, накид, через 3 петли в 4-ю, столбик с накидом, 1, 2, 3. Каждая петелька края предыдущего ряда соответствует одной петле провязанного. Изменяя узор вязания, необходимо сверить соответствие петелек края относительно предыдущего ряда. Раппорт этого узора состоит из 4 петель. Чтобы не произошло деформации изделия, их нужно расположить на 4 петлях края предыдущего ряда. Поэтому, провязав одну воздушную петлю, устанавливаем пучок в 4-ю петельку края. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Провязывая одну воздушную петлю и 3 столбика пучка, мы получаем 4 петли по верхнему краю изделия. Устанавливаем их на 4 петлях нижнего ряда. Мы подошли к повороту. До средней петли поворота осталась 1 петля по краю. Значит, после кустика для равновесия нужно сделать 1 воздушную петлю. Первая сторона вывязана. Сделаем накид и выполним прибавление из 3 столбиков с накидом в среднюю петлю прибавления предыдущего ряда. 1, 2, 3. 1 воздушная, накид, отсчитываем 3 петельки по краю, в 4-ю устанавливаем 3 столбика с накидом. Все стороны квадрата должны быть абсолютно идентичны. Каждая воздушная петля имеет значение. Продолжим до конца кругового ряда. Введем в работу ленточку еще одного цвета и провяжем несколько рядов столбиками без накида. Соединим ряд полустолбиком, предыдущую ленту и кончик новой соединяем вместе и, укладывая по верхнему краю заготовки с изнаночной стороны, некоторое время будем ввязывать в полотно. Продвинемся полустолбиком в середину прибавления и провяжем 2 петли цепочки, образующие первый столбик.
Добавим в то же место 2 столбика без накида для образования первого прибавления ряда. Вывязав угловое прибавление, провяжем 1 столбик без накида по краю. Заведем крючок под воздушную петлю предыдущего ряда, провяжем 1 столбик без накида. Затем 3 столбика без накида по краю над каждым столбиком кустика. 1, 2, 3. 1 под воздушную петлю. 3 по краю. 1, 2, 3. 1 под воздушную. Кончик новой ленты и предыдущую, как обычно, ввязываем в полотно на достаточную глубину, после чего обрезаем. Лента закончилась, добавляем такую же и тоже ввязываем в полотно, укладывая кончики по направлению вязания с изнаночной стороны. Ввязываем в работу. Продолжаем вывязывать 3 столбика без накида по краю, 1 под воздушную петлю. В начале и в конце стороны добавилось по одному столбику за счет прибавлений на поворотах предыдущего ряда. Провяжем 1 столбик без накида по краю. Выполняем прибавление из 3 столбиков на втором повороте. 1, 2, 3. Наше вязание с изнаночной стороны выглядит аккуратно. Вывязываем вторую сторону квадрата точно так же, как и первую. 1 столбик без накида по порядку, 1 под воздушную петлю. 3 столбика по порядку, 1 в промежуток между кустиками. Продолжим до конца кругового ряда, не забывая делать прибавление из 3 столбиков без накида на углах квадрата. В конце ряда 1 столбик без накида. В этом ряду каждая сторона начинается и заканчивается одинаково. Завершаем ряд полустолбиком, проходим до середины мотива прибавлений. Следующий ряд провяжем столбиками без накида этой же лентой. Выполним первое прибавление ряда, вывязав цепочку из воздушных петель и 2 столбика без накида в одно отверстие, фактически 3. Продолжим столбиками без накида, при необходимости добавляя ленту и маскируя кончики в работу. Делая прибавление на углах квадрата, строго в среднюю петлю наружного края прибавления провяжем круговой ряд до конца. На данном этапе каждая сторона квадрата между пучками прибавлений составляет 17 столбиков. Добавим ленточку более светлого оттенка или продолжим такой же. Выполним первое прибавление ряда. Провяжем столбиками без накида первую сторону квадрата. При завершении вывязывания стороны от одного углового прибавления до другого получилось 19 столбиков. Вывязывая прибавления на углах, закончим ряд. Объединим ряд и провяжем также еще один этой лентой. Сейчас каждая сторона в интервале между пучками прибавлений содержит 21 столбик. Мы провязали 4 ряда столбиками без накида ленточками двух цветов. Следующий ряд провяжем столбиками без накида и удлиненными столбиками. Лентой контрастного цвета присоединяемся полустолбиком к первому столбику ряда и шагаем полустолбиком в центр первого углового прибавления. Вывязываем прибавление, состоящее из цепочки из 2 воздушных петель и 2 столбиков без накида, помещая их в одну петлю. Ввязывая в полотно кончик новой ленты и предыдущую, сделаем 4 столбика без накида по краю изделия. Неровности ленточек и кончики присоединенных маскируем в изделии. Затем выполним 3 удлиненных столбика уже известным нам способом. Первый, заведя крючок на один ряд ниже, второй на 2.
третий снова в предыдущий ряд. Кончик новой ленты благополучно вплетен в работу, предыдущая вязана на достаточную глубину, ее можно обрезать. Продолжим провязывать первую сторону квадрата, чередуя 3 столбика без накида по краю изделия и 3 удлиненных столбика. Чтобы мысочки рисунка равномерно расположились на стороне квадрата, в начале ряда мы провязали 4 столбика без накида по краю изделия. Соответственно, согласно расчета, в конце стороны тоже провяжем 4 столбика без накида. Мы подошли ко второму повороту. Вывязав угловое прибавление, перейдем на вторую сторону. Провяжем по аналогии с первой стороной, начиная каждую сторону с 4 столбиков по краю. 4 столбика без накида в конце каждой стороны. Продолжим до конца ряда. Выполним еще один ряд этой лентой столбиками без накида, делая прибавления на углах. Первое прибавление и вывязываем первую сторону столбиками без накида. Если в процессе вязания нужная ленточка не вовремя закончилась, а другой такой нет, добавим созвучную и закончим ряд. В пестроте узоров этот нюанс будет незаметен. Вот таким стал наш квадрат. Каждая его сторона между пучками прибавлений содержит 25 столбиков. Лентой нового цвета провяжем один ряд столбиками без накида и парами удлиненных столбиков с заходом на мысочки предыдущего узора. Мы уже выполняли такой прием лентой желтого цвета. Выполним первое прибавление и, сделав предварительный расчет, провяжем один столбик без накида по краю изделия. Затем 2 удлиненных столбика подряд с заходом на один ряд ниже. 1, 2, 4 столбика по краю, 2 удлиненных, 4 по краю, 2 удлиненных. Так как количество столбиков стороны является нечетным, а выбранный нами узор состоит из четного количества, абсолютной симметрии стороны не получится. Наша сторона заканчивается 2 удлиненными столбиками. Выполняем угловое прибавление из 3 столбиков в одну петлю. 1, 2, 3. И вывязываем первый столбик второй стороны квадрата. Затем 2 удлиненные подряд и продолжим вывязывать рисунок. Вторая сторона тоже заканчивается 2 удлиненными столбиками. Угловое прибавление из 3 столбиков и продолжим вывязывать третью и четвертую стороны точно так же, как первые 2, делая прибавления на поворотах. В этом ряду в интервале между пучками прибавлений каждая сторона квадрата начинается одним столбиком без накида по краю, а заканчивается 2 удлиненными столбиками. У нас не получилась симметрия на каждой стороне, но в масштабах изделия все выглядит органично. Провяжем ряд до конца, выполняя прибавления на углах квадрата. Вывяжем еще один ряд столбиками без накида. Прибавления делаем в каждом ряду без исключения. Этой же лентой в следующем ряду вывяжем узор из кустиков. Соединив ряд, встанем в середину пучка прибавления предыдущего ряда. Вывяжем первое прибавление нового ряда столбиками с накидом, начиная с цепочки из воздушных петель. Стараясь расположить узор на первой стороне квадрата симметрично, сразу после прибавления вывяжем один столбик с накидом. Выполняем узор. 1 воздушная петля, накид. Отсчитываем 3 петли по краю, четвертую устанавливаем 3 столбика с накидом. 4 петли раппорта актуального ряда соответствуют 4 петлям ряда предыдущего. Повторим еще раз важную вещь. Чтобы края квадрата оставались ровными и не волнили, нужно учесть, что каждая петелька края предыдущего ряда соответствует одной петле провязанного. Увеличение количества столбиков на каждой стороне осуществляется только за счет угловых прибавлений. Провязывая 1 воздушную петлю и 3 столбика пучка, мы получаем 4 петли по верхнему краю. Чтобы не произошло деформации изделия, их нужно расположить на 4 петлях предыдущего ряда. Поэтому, провязав 1 воздушную петлю, устанавливаем пучок в 4 петлю края. Заканчивая первую сторону, мы выполнили один раппорт, состоящий из воздушной петли
и кустика из 3 столбиков с накидом. До петли поворотного прибавления осталось 2 петельки. Уравновесим их, вывязав одну воздушную петлю и пропустив одну петлю по краю, провяжем в следующую 1 столбик с накидом. Наша сторона после прибавления начиналась одним столбиком с накидом и закончилась одним столбиком с накидом. Завершив первую сторону квадрата, мы подошли к повороту. Делаем накид и, помещая крючок в одну петлю, выполним угловое прибавление столбиками с накидом. Переходим на вторую сторону. Делаем накид и в следующую петлю по порядку вывязываем 1 столбик с накидом. 1 воздушная петля. В 4-ю петлю края устанавливаем кустик из 3 столбиков с накидом. И продолжим до конца кругового ряда, не забывая делать прибавления на углах квадрата. Каждая сторона в этом ряду должна начинаться и заканчиваться одним столбиком с накидом и состоять из 7 полных кустиков. Следующий ряд провяжем лентой другого цвета столбиками без накида. Объединив ряд, встанем в середину прибавления предыдущего ряда и выполним первое прибавление в этом ряду. Провязываем 2 столбика по порядку, под воздушную петлю 1 столбик. Затем над каждым столбиком кустика выполняем по 1 столбику. 1, 2, 3. Так мы уже вывязывали лентой голубого цвета. Продолжим вязать до конца ряда, выполняя прибавления на углах квадрата. Каждая сторона квадрата должна содержать одинаковое количество столбиков. Провяжем еще один ряд столбиками без накида этой же лентой, выполняя прибавления на поворотах. Следующий ряд выполним лентой нового цвета столбиками без накида и удлиненными столбиками. В начале ряда выполним 4 столбика по краю изделия, 2 удлиненных в предыдущий ряд. Благодаря предварительному расчету удлиненные столбики расположились над промежутком между кустиками. Затем 2 столбика по краю, 2 удлиненных, 2 по краю, 2 удлиненных. В конце стороны уместилось 3 столбика. Выполняя прибавления на поворотах, провяжем весь ряд. Все стороны должны быть абсолютно одинаковы по количеству столбиков и расположению рисунка. Наш коврик стал таким. Провяжем еще один ряд столбиками без накида этой лентой. Введем в работу следующую ленточку и провяжем ряд столбиками без накида и удлиненными столбиками. После первого прибавления вывяжем 3 столбика без накида. 4 удлиненный в предыдущий ряд. Дальше 3 столбика без накида, 1 в предыдущий ряд. Сделав расчеты заранее, удлиненные столбики мы распределили в середину каждой пары удлиненных столбиков предыдущего рисунка. В конце стороны, после заключительного удлиненного столбика, получилось вывязать 1 столбик. Выполняем прибавление на повороте, продолжим до конца ряда. Провяжем 2 ряда столбиками без накида этой лентой и еще 1 узором из кустиков. После прибавления из столбиков с накидом, как обычно, вывязываем 1 воздушную петлю и устанавливаем кустик из 3 столбиков с накидом в 4-ю петлю края изделия. Вывязав первую сторону квадрата, делая прибавления на поворотах, выполним остальные 3, соблюдая идентичность. Присоединив контрастную ленту, провяжем 2 ряда столбиками без накида. Мы уже дважды обвязывали рядочки с кустиками, поэтому не будем акцентировать внимание на этом процессе. Выполняем столбики в каждую петельку края и делаем прибавления на углах коврика. Количество петель каждого края должно быть одинаковым. Провяжем еще один ряд столбиками без накида этой же лентой, выполняя прибавления на поворотах. Вот так у нас получается. Присоединив ленточку нового цвета, обвяжем заготовку одним рядом столбиков без накида и удлиненных столбиков. Разнообразим узор, устанавливая пары удлиненных столбиков над интервалами между кустиками предыдущего рисунка. На этот раз в начале каждой стороны мы провязываем 4 столбика, затем удлиненные. Завершаем каждую сторону этого ряда 3 столбиками без накида после пары удлиненных.
Каждый угол квадрата этого ряда должен выглядеть вот так. Выполним еще 3 круговых ряда столбиками без накида, при желании добавляя ленту другой расцветки. Затем лентой контрастного цвета провяжем один ряд столбиками без накида и удлиненными столбиками разной длины с образованием мысочков. Выполнив первое прибавление, провяжем 3 удлиненных столбика с заходом в нижние ряды. Первый на один ряд ниже, второй на 2, третий на 1. Затем 5 столбиков по краю. Следующие 3 удлиненных столбика расположились над парой удлиненных предыдущего рисунка. Провязываем 5 столбиков по краю, мысочек. Вывязывая таким образом, получается, что мысочки устанавливаются над каждым вторым фрагментом узора. Закрепляя результат, провяжем еще один ряд лентой этого цвета. Следующей ленточкой выполним один ряд кустиков столбиками с накидом, устанавливая их в каждую четвертую петлю края и перемежая одной воздушной петлей. Сделаем это в произвольном порядке, осуществляя контроль над совпадением количества столбиков каждой стороны изделия. Угловые прибавления, соответственно, тоже вывязываем столбиками с накидом. Провяжем один ряд столбиками без накида лентой предыдущего цвета. Обвязку кустиков выполним с небольшим изменением. Под воздушную петлю между кустиками можно провязать 2 столбика без накида и, пропуская одну петлю, 2 столбика в кустик. Это не влияет на количество и качество, но ускоряет и упрощает работу. В результате раппорт состоит из 4 петель по краю и располагается на 4 петлях края предыдущего ряда, как и должно быть. 1, 2 в промежуток, 1, 2 над кустиком. Закрепим результат еще одним рядом столбиков без накида лентой этого принта. Итак, при выполнении коврика мы использовали такие нехитрые приемы вязания. Столбики без накида, столбики с накидом, воздушные петельки, удлиненные столбики и кустики из столбиков с накидом. Наша заготовочка достигла нужных размеров. Перейдем к обвязке. Сначала край изделия обвяжем одним рядом пучков из столбиков с накидом. Вывязывая его для наглядности, определимся с объемом пучка. В нашем случае будет достаточно 6 столбиков с накидом. Прикинем, на каком промежутке края поместится этот мотив вязания в развернутом виде. Посчитав предварительно количество петель верхнего края одной стороны квадрата, поделим этот результат на количество петель, занимаемых пучком. Причем в этот раз будем считать не от пучков прибавлений, а от петелек прибавлений, то есть от пиковых точек углов. Получим число, определяющее количество пучков, умещающихся на этом промежутке края заготовки. Обычно это не целое число. Постараемся сделать обвязку симметричной. Допустимые отклонения плюс-минус 1 столбик. Итак, каждая сторона нашего квадрата содержит 71 петлю по краю. Раппорт мотива состоит из 6 петель. 71 поделить на 6 получается 11,8. Значит, на каждой стороне должно поместиться 11 мотивов обвязки. Остатками урегулируем угловые интервалы. Мы заинтересованы в том, чтобы уголки закруглялись красиво. С этого и начнем. Посчитав несколько раз, пытаясь разместить мотивчики между уголками симметрично, у меня получилось так. Присоединяем ленточку контрастного цвета и вывязываем цепочку из 3 воздушных петель. Это будет последний столбик заключительного мотива ряда. Вместо цепочки можно было вывязать столбик с накидом. Это не принципиально. Пропуская 2 петли по краю заготовки, в третью заводим крючок и привязываемся полустолбиком. Делаем накид, отсчитываем 2 петли по краю. В третью устанавливаем 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Пропуск 2 петли, полустолбик. Пропускаем 2 петли, в третью устанавливаем пучок из 6 столбиков с накидом. Итак, в каждую третью петлю края провязываем, чередуя полустолбики и пучки из 6 столбиков с накидом. В конце стороны полустолбик, накид, пропускаем 2 шага, устанавливаем пучок в среднюю петлю прибавления предыдущего ряда. Все получилось так, как мы рассчитали. Повернув на вторую сторону и пропустив 2 петли по краю, в третью установим полустолбик. 2 петли пропуск, мотив. Продолжим до конца ряда. Если все сделано правильно, обвязка одинаково ляжет на каждую сторону. При завершении ряда довяжем заключительный мотив на первом уголке. У нас вывязана цепочка из воздушных петель, имитирующая последний столбик с накидом незаконченного мотива. Добавим к ней 5 столбиков с накидом, чтобы сформировать полноценный мотив. Проверяем результат. На каждом уголке по мотиву, между ними на каждой стороне 11 таких же фрагментов. Симметрия сохранена, все понравилось. Вывязываем заключительный ряд обвязки и коврика в целом. Выполним контрастное обрамление столбиками без накида. Провязываем над каждым столбиком с накидом по одному столбику без накида, затем над полустолбиком. Чтобы края готового изделия не загибались, делать это нужно, не стягивая вязание. Если вы вяжете туго, можно добавить в обвязку дополнительный столбик в каждый мотив в одно и то же место в начале или в конце. Дорогие мастерицы, с чередованием узоров, выбором цвета ленточек и периодичностью введения их в работу вы должны определиться сами. Не нужно в точности следовать предложенному варианту. Это прежде всего примеры, рекомендации и советы по выполнению. Освоив приемы вывязывания предлагаемых несложных рисунков, усвоив алгоритмы расчетов и миксуя цвета по вкусу, вам будет интересно выполнить свой неповторимый проект. Мы закончили выполнение коврика. Вот таким он получился. Перейдя по конечной заставке на плейлист «Коврики крючком», вы можете ознакомиться с вывязыванием и других видов ковриков. Желаю всем успеха и вдохновения!